Когда в товарищах согласия нет, два кровавых режима вступили в борьбу друг с другом. Сливки снимает третий. Оружие массового поражения уже в Киеве. Москва срочно эвакуирует приграничье. Зеленский резко ответил Кремлю. Союзник Путина готовится к вторжению. Военные подняты по тревоге. Отдан приказ о закрытии неба. Подкоп под Лукашенко и Путина. Британские журналисты нарыли новый компромат на старых диктаторов. Теперь они могут нажить себе врага и в лице Израиля. Удар по обороне, арест военных в Украине, успешная операция спецслужб. О чем речь? Расскажем. Об этих и других новостях к утру четверга 26 февраля. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Два кровавых режима вступили в войну друг с другом. Правда, война эта ценовая. Москва и Тегеран демпингуют в борьбе за рынок Китая. Как сообщает Bloomberg, российский сорт нефти Urals сейчас продается в КНР со скидкой в $12, а ведь совсем недавно, в январе, было минус 10. Но цену снижает и союзник. Иран готов уступить $11, хотя еще в декабре делал скидку только в $8-9. Под санкциями выбора мало, приходится уступать. После отказа Индии от российского сырья Москва нарастила поставки в Китай за первые недели февраля до 2 миллионов баррелей в сутки. Это плюс 20% к январю. Таким образом, Россия обошла Иран, чьи продажи китайским товарищам держатся на уровне 1,2 миллиона баррелей. А это даже на 12% меньше, чем год назад. При этом независимые китайские НПЗ, которые покупают санкционную нефть, загружены уже почти на полную катушку. Лишнюю нефть Россия и Иран складируют прямо в море. В танкерах сейчас около 140 миллионов баррелей российской нефти. Это на 65% больше, чем в конце лета. Индия тем временем сокращает закупки почти на 40%. Итог простой. Нефти много, покупателей меньше, цены падают, и конкуренция становится все жестче. Пятый год полномасштабной агрессии начался для Кремля не самыми лучшими новостями. Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины отбросил оккупантов в районе Степногорска. Украинские подразделения перехватили инициативу и вернули контроль над ключевыми высотами и опорными пунктами. Несмотря на постоянные штурмы оккупантов, разведчики перешли в наступление. Бойцы спецподразделения «Артан» уничтожили передовые группы противника. Украинские силы установили огневой контроль над путями снабжения. Подвоз боекомплекта и резервов на этом участке фактически блокирован. Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага. Наши штурмовые группы работают в тесной связке с артиллерией и тяжелыми ударными БПЛА. Цель одна – полное устранение угрозы для Запорожья. Знаем, находим, уничтожаем. Многозначительно добавили в спецподразделении. Владимир Зеленский ответил на очередные выпады Москвы, из которой в последние дни прозвучало несколько провокационных заявлений с ядерным душком. По словам президента, это часть политического давления перед новым раундом переговоров. Но есть и другая причина. Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли у України була ця зброя і коли не стало. Накануне служба внешней разведки России заявила, что Франция и Великобритания якобы готовят передачу Украине ядерного оружия. Дмитрий Песков назвал это вопиющим нарушением и пригрозил учитывать при переговорах. Лондон уже ответил, это ложь и попытка Путина отвлечь внимание от своих агрессивных действий. Зеленский призвал ядерные державы, прежде всего США, дать Москве жесткий сигнал, потому что подобное заявление – это не просто риторика, это игра на страхе и попытка сорвать международную поддержку Украины.
От торговли оружием и наркотиками к торговле родиной. В польском Гданьске начался суд над бандой Ольгерда Л. по кличке Ола. Группу обвиняют в торговле оружием и наркотиками, поджогах и диверсиях. Часть преступлений имела чисто криминальный характер, но потом бригада начала брать заказы и от врага. Следствие считает, что часть атак выполняли по заказу российских спецслужб, которые искали исполнителей через Telegram. Но в группе были не только поляки. Среди 8 подсудимых 3 граждане Беларуси. Их обвиняют в поджоге ресторанов в Гдыне и попытках поджогов складов в Гданьске и под Варшавой. На скамье подсудимых есть и родственник дипломата режима Лукашенко Степану К., зятю бывшего консула Беларуси в Гданьске. Вменяют поджог гипермаркета Аби в Варшаве по заказу российской разведки. И это не все. Пока одних диверсантов уже судят, польская контрразведка продолжает хватать зарубежных агентов пачками. АБВ, агентство внутренней безопасности, задержало еще 4 белорусов и 2 поляков. Их подозревают в попытке переправить в Россию через Беларусь оборудование для производства микросхем, которые используют в боевых дронах. По версии спецслужб, срыв поставки ударил по цепочке снабжения российских военных на востоке Украины. Эвакуация в прифронтовой области, но в этот раз речь не о территории Украины. Перемещать население в безопасное место на 5-й год так называемой спецоперации приходится властям страны-агрессора. В Смоленской области начали временно переселять жителей Дорогобужского района. Речь о населенных пунктах рядом с местным химзаводом, который загорелся после атаки дронов. В результате погибли 7 человек, еще 10 пострадали. Очаги пожара, по словам губернатора Василия Анохина, локализованы, но людей из ближайших деревень все равно вывозят. Источники сообщают, что удар пришелся по цехам аммиака и селитры. Повреждена и местная ТЭЦ. В домах пропала вода, а в магазинах закончилась бутилированная. Мониторинговые ресурсы пишут, что мог быть разрушен ключевой узел азотного производства. Если это подтвердится, завод может встать на месяц. Взятка в $300 000 и наручники для высокопоставленных офицеров. Громкие задержания в Украине. СБУ взяла одного из руководителей воздушных сил ВСУ и своего коллегу, начальника областного управления СБУ. В ведомстве не дали больше деталей, зато это сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. СБУ задержала командующего логистикой командования воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко при получении взятки в $320 000. По версии следствия, они организовали хищение средств при строительстве защитных сооружений для аэродромов, то есть денег, которые должны были идти на оборону. Следствие считает, что проекты не обеспечивали защиту самолетов, а сметы были завышены. Чтобы остановить проверки и скрыть растрату, 2 силовика-соучастника вроде как нашли с кем, так сказать, порешать вопрос, но, похоже, договорились не с теми. Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов на горячем во время передачи им $320 000. Фигурантам готовят подозрения по статье о присвоении и растрате имущества. Если обвинения подтвердятся, это удар не только по бюджету, но и по обороноспособности страны в разгар войны. У господ Путина и Лукашенко появился шанс быть связанными с самыми известными террористами в мире. Британская The Telegraph покопалась в теме подземных тоннелей, которые все чаще стали появляться под границей со стороны Беларуси. Пограничники Польши в прошлом году нашли 4 таких хода. Один из них тянулся на 50 метров по белорусской стороне и выходил в Польшу через 10 метров после линии границы. По нему пытались переправить около 180 мигрантов. Большинство задержали сразу же на выходе. Стены были укреплены бетоном, работа явно не для любителей. Издание цитирует заместителя министра внутренних дел Польши. Как свидетельствует прокладка этих туннелей, наша эффективность в пресечении миграции настолько высока, что для их рытья было решено привлечь специалистов с Ближнего Востока. Западные военные эксперты, которым авторы статьи показали видео тоннелей под польской границей, делают подобные предположения. Если бы мне нужно было высказывать предположение, то я бы назвал специалистов Хамаса или палестинского исламского джихада. Минск уже несколько лет применяет мигрантов как инструмент давления на ЕС. Теперь, если версия подтвердится, речь идет не просто о потоках людей, а о полноценной диверсионной инфраструктуре. Но издание считает режим Лукашенко только субподрядчиком, а заказчиком этой спецоперации Кремль. Интересно, как к этой кооперации Кремля, Минска и Газы относится Тель-Авив?
Виктор Орбан ударил в набат. Венгрия снова в опасности. По словам премьера, кое-кто готовит действия с целью нарушить работу венгерской энергосистемы. И этот кто-то, конечно же, власти Украины. Конкретных доказательств премьер не привел. Я ознакомился с докладами национальных разведывательных служб. Я вижу, что Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры. Но это не все. Орбан как будто готовится к полномасштабному вторжению. Это означает, что мы развернем солдат и необходимое оборудование для отражения атак вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция будет в большем количестве патрулировать территорию вокруг обозначенных электростанций, подстанций и диспетчерских пунктов. А также я распорядился запретить полеты беспилотников в округе Саболь, Сатмар, Берег. Венгрию нельзя шантажировать. А может, под такими лозунгами друг Путина готовится к поражению на выборах? Как думаете? Золото опять поднимается в цене, но не спешите бежать его покупать. Возможно, скоро цены станут падать. Причина может быть экстраординарной. Ученые заявляют, драгоценные металлы могут просачиваться из глубин планеты к поверхности. Повод для таких заявлений – недавнее открытие в китайской провинции Хунань. Там, под шахтой Вангу, нашли неожиданные залежи, которые оценивают в 1000 тонн. Это может стать крупнейшим месторождением в истории. Его оценочная стоимость около 83 миллиардов долларов. BBC Science цитирует профессора Матиаса Вилборта, а он заявляет, 99% золота Земли находится в ядре. Считается, что тяжелые элементы ушли туда 4,5 миллиарда лет назад при формировании нашей планеты. Но есть гипотеза, ядро может протекать, а горячие потоки породы из глубин поднимают металлы ближе к коре, например, в районах вулканов. Но не все с этим согласны. Некоторые геологи считают, что золото принесла поздняя бомбардировка метеоритами почти 4 миллиарда лет назад. То есть это не утечка ядра, а космическое наследство. Спор продолжается, а решать, бежать в ломбард или пока еще нет, опять остается за нами. Хотя у китайских чиновников иногда тоже можно найти настоящее месторождение. Так, у одного мэра несколько лет назад во время обыска обнаружили 13 тонн золота. А еще коммунист. 2 самолета за один день. Одна страна потеряла F-16, другая Су-30. Кто дарит ребенку на день рождения ракеты? США вмешались в конфликт, а Путин начал частичную демобилизацию. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже вечером.